должны сделать все сегодня, чтобы стратегия национальной концепции, национальной политики была использована по максимуму в таком регионе, как Северный Кавказ, который, наверное, без преувеличения сказать, и стал, наверное, источником и причиной столь пристального внимания к национальному вопросу. Потому что никто и ничто так не раздражает большую Россию, как лицо кавказской национальности. Как это случилось? Все механизмы понятны. В свое время я написала книгу «Россия между Нурдостом и Бесланом». Вот мы ее презентовали в Дом жюри. Я проследила, как эти новые фобии, исламофобия, кавказофобия в российском дискурсе, культурном, политическом и так далее сформировались. Конечно, самый большой всплеск пришелся на два больших теракта в Беслане и Нурдосте, когда, собственно, стало полностью ассоциироваться Кавказ и терроризм полностью стали ассоциироваться. Есть общее согласие между основными народами, между населением в целом и властью в плане подходов информационной и национальной политики с центра. Эта информационная политика не устраивает ни власть, ни народ, ни, значит, тем более образованные слои, интеллигенцию и так далее. В этом вопросе и власть, и народ думают примерно одинаково. Где-то споры, дискуссии возникают, но большинство считает, что вот эти силовые операции тоже нагнетают напряженность в обществе, провоцируют новые волны боевиков. Эта трагедия для одной семьи превращается в трагедию для сотен семей, из села, из родственников и так далее. И практически ни одного эксперта, ни одного думающего дагестанца я не встречал, который бы сказал, не сказал, что эти силовые операции, значит, на этих силовых операциях, контртеррористических операциях наживаются солидная группа старших офицеров из федеральных силовых структур, и что они уже привыкли к этим операциям, и все оправдывается борьбой с терроризмом. И под этот молох попадают совершенно невиновные люди тоже. Я несколько слов скажу о Чечне, потому что Чечня нас интересует, это наши соседи, родственники, как бы, и там настроение людей тоже меняется немножко в другую сторону. Уже население и власть, между ними есть, в принципе, согласие относительно многих вещей и политики Кадырова-младшего, и в отношении федеральной информационной политики, да, где кавказофобия, исламофобия достаточно сильно присутствует и в либеральных средствах массовой информации, и на телевидении. Но, и на властном уровне, я хочу сказать, да, на серьезном политическом уровне. Но уже народ ждет от федеральной власти и от республиканской власти в Чечне ждет уже изменения качества жизни. Стабильность есть, а работы нет. Уже люди чувствуют себя в безопасности, нету того, что было еще 5 лет назад. За это они благодарны и федеральным властям, и Кадырову-младшему. Но ради чего мы живем? Дети растут, работы нет, социальных перспектив нет, социальные лифты не работают. Говорят о том, что Кадыров окружен очень таким ангажированным кругом меркантильно настроенных людей, и они блокируют связи, его связи с народом. И у него есть один или два очень мудрых советника, которые ему советуют, чтобы он шел в народ, и он действительно, оказывается, идет народ, узнает мнение народа, что там происходит, и старается привести в порядок того или иного взорвавшегося чиновника. Будет это в райадминистрации, будет это в правительстве. Вот. Но одновременно говорят, что там тоже коррупция расцветает постепенно. В общем, безработица, отсутствие социальных лифтов, отсутствие социальной справедливости там волнует гораздо больше, чем в Дагестане. В Дагестане это тоже волнует людей, но там это все усугубляется наличием достаточно мощного подполья, исламистского подполья, а те умеренные слои мусульман, которые не разделяют позиции и ценности духовного управления мусульман, там сидят у нас
Тарикатский орден во главе с муфтием. Начавшийся диалог прервался после этого теракта. И многие убеждены, что этот диалог мог бы послужить делу стабилизации ситуации в Дагестане, мог бы послужить восстановлению нарушенных мостов доверия между мусульманами разных течений. Но убийство шейха, известного шейха Саида Афанды, этот мост очень сильно подрубил. Опять настроение подозрения, настроение недоверия. Но, тем не менее, координационный совет или центр, который они создали из салафитов, из суфистов, он сейчас, хотя в спящем состоянии, но он будет работать. Так мне сказали там. Есть там организации, которые требуется достаточно мощная поддержка и на федеральном уровне, информационная поддержка. Это территория мира и согласия. Там есть очень вменяемые, адекватные исламские лидеры. Вот. Ну, по поводу вот темы глобализация и Северный Кавказ. Я для себя сформулировал такой вывод, что вот федеральный центр Москва сейчас делает какие-то серьезные шаги в направлении учета мнений всех народов России, да, и исламской, и его активной части, так, потому что федеральная власть во главе с Путиным начинает понимать ситуацию, читает ситуацию именно так, в условиях агрессивной глобализации, в условиях экспорта всяких революционных сценариев можно разговаривать и нужно разговаривать с народами, с разными политическими и религиозными течениями в таком ключе, чтобы сохранить и умножить возможности, богатство, что ли, человеческое богатство, не только материально, самой России. И не только самой России, а Евразийского союза. Грубо говоря, Россия может сохраниться только в том случае, если вокруг нее будет крепкий достаточно союз народов, религий, территорий, Евразийский союз. Если не будет Евразийского союза, не будет России. Стратегия, которая сейчас была подписана в конце декабря, 19 декабря в национальной политике, здесь вот я хотел бы отметить две разные составляющие. Вот стратегия, она была принята, подписана именно потому, что то отчуждение граждан, которые мы наблюдаем в государстве, которое не должно быть, потому что если мы сограждане, если существует отчуждение, то у такого государства не очень большое хорошее будущее. Собственно, ввиду понимания государством, государственной власти, обществом такого, констатации такого факта и принята такая стратегия национальной политики, которая состоит из большого комплекса мероприятий, которые будут есть и так далее, и так далее. Ну, например, буквально вот на днях по поручению было поручение, это закрытое, сейчас уже открытое, поручение президента о создании, так называемый, распределительный научный центр по проблемам межнациональных и конфессиональных отношений, который получил финансирование, который, собственно говоря, занимается, как здесь описано, общая тема, мониторинг межэтнических отношений и конфессиональной ситуации в регионах в сравнительном аспекте и годичной динамики с выработкой рекомендаций для органов государственной власти и института гражданского общества. То есть работа проводится, определенная большая работа проводится, но я хотел бы сказать о другом аспекте, о том, что Республика Северного Кавказа отсутствует взаимопонимание, координации усилий элиты. Вот мы приглашаем на наши мероприятия наших чиновников, сенаторов, депутатов. Никто не пришел. Если сейчас пройдете по этим модным ресторанам, вы увидите наших сенаторов, депутатов, не всех, которые решают свои вопросы. Конкретные, деловые, политические и так далее, и так далее. Потому что люди, которые представляют Республику Северного Кавказа в Москве, в Государственной Думе, в Совете Федерации, они эти наши мероприятия игнорируют. Они им не интересны. Потому что они пришли туда, не опираясь на республиканские общекавказские организации, а по другим правилам. И, соответственно, они, если бы их существование, работа зависела бы
от того, как они позиционируются, в том числе на такого рода площадках, в том числе на мероприятиях, которые проводит Конгресс народов Кавказа, другие общественные организации, они бегом приходили бы и сами помогали бы проводить это мероприятие. Создана корпорация развития Северного Кавказа с огромным финансированием. Созданы курорты Северного Кавказа, куда вложены сотни миллиардов рублей. Они работают. Часть денег этих работает. Ну, реально, вы ездили по республикам. Какова ситуация? Мы очень часто уповаем на центр, что не работает. Вот, конечно, в обществе существуют кавказофобские, ксенофобские взгляды. Они всегда были, будут. В этом ничего страшного тоже нет, потому что люди разные, не всегда бывает полное взаимопонимание, даже в семье, где состоят там из одной национальности, да, что говорит об большом многонациональном, многоконфессиональном обществе, как Россия, где проживает 193 народа, да, и несколько ведущих конфессий присутствует. Да. Но я замечу, что есть и в высшей школе, и органы государственной власти определенная, скажем, политика не всегда приятие вот такой дружбы межнациональной, вот, проведение этих положений, стратегии национальной политики. Но в общем, по большому счету, осознание государством и обществом таких базовых, фундаментальных вещей присутствует. И желание государства это проводить присутствует.